2 недели потратила на разбор этого выпуска. Сейчас все расскажу и покажу. Доброго дня, добрые люди! Приветствую вас на своем канале. Меня зовут Кристина. И в этом видео я разберу для вас июльский выпуск Бурды за 2025 год. Очень большое место в этом журнале занимает коллекция под названием «Привет, Греция». Эта подборка моделей отсылает нас к летним, жарким, отпускным дням и вызывает такое чувство расслабления. В общем, коллекция про отпуск. Собственно, эти модели довольно лаконичные, простые, хотя в исполнении некоторых из них придется проявить умение. Но вот первая модель из этой коллекции топ, довольно прост в исполнении. Единственное, с выворачиванием бретелей придется проявить ловкость рук, а так в целом этот топ довольно прост. Остальное, как говорится, 2 шва и готов. Топ сшит из вискозы, по горловине проймом обтачка и нагрудные выточки. Для лета самое оно. Не жарко, актуально и шить довольно-таки просто. Здесь у меня лэптоп, я свои картинки загрузила и буду вам рассказывать все. К топу тут сразу идет юбка баллон. Как по мне, этот тренд уже немного остыл, и вещь, ну, не совсем универсальная, не долгоживущая. Много сезонов она все-таки не проживет. Но если сшить ее сейчас, этим летом еще можно успеть побыть в этом тренде. Я не знаю, как на следующее лето, но этим летом точно можно успеть побыть в тренде в этой юбке. В журнале юбка сшита из вискозы. Это не совсем лучший вариант для исполнения вот такой конструкции. Как мы знаем, вискоза это очень такой пластичный материал. Она благополучно сомнется вот в этих складочках внизу и повиснет вот такой красивой яркой тряпочкой. Здесь нужна ткань более упругая, более формодержащая, например, хлопок. Лен тоже сюда не подойдет. Ну вот что-то такое, что не мнется, не сильно мнется и более так держит форму. Тогда вот этот баллон будет видно. А то, что они сшили из вискозы, ну, я сомневаюсь, что это как-то проживет хотя бы 2 часа вот так в жизни. Если мы садимся, если мы где-то едем, сидим, потом ходим, вот это вот все будет внизу скомкано и сжамкано. Следующая модель. Пуловер из вязаного полотна. Тоже простая конструкция. Сложность пошива определяется всего одной точкой. По горловине нужно будет уделить пристальное внимание, собрать вот эти все петельки, чтобы в процессе носки не пошли стрелки от горловины вниз. Но в целом довольно универсальная вещь, довольно универсальная выкройка. По ней можно сшить почти любой трикотаж, да, наверное, любой трикотаж, в том числе и эластичное кружево, какой-то гипюр, тоже трикотажный гипюр. Ну, опять же, при условии вот эти все прозрачные материалы должны быть из трикотажа, должны быть эластичными. Далее идет ярусная юбка Макси. Абсолютно универсальная и даже, я бы сказала, классическая юбка. Не припомню, чтобы ярусная юбка когда-то записывалась в антитренды. Ну, в принципе, она и трендом прям как таковым никогда не являлась, но в целом мы ее всегда носим, мы ее любим, она была, есть и будет. Да, на подиумах ее не всегда можно найти в большом количестве, но там или здесь она так или иначе бывает. В жизни мы ее носим, любим и кайфуем вот от этого обнимания и наглаживания наших ног вот этими всеми складками, этими ярусами. Я похожую, кстати, шила в начале лета, в начале лета из шифона. Шифон у меня полиэстеровый, но при этом, при всем мне в ней не жарко за счет своего объема, за счет своей вот такой пластичности, легкости. Все продувается, все освежается. В общем, в жару в ней довольно комфортно. И причем она еще и защищает от солнца мои ноги. Дальше. Что у нас тут? Следующая модель – это платье из шитья с кулиской на резинке по талии и с интересным вырезом по горловине. Здесь мы видим нагрудные выточки перенесены в защипы по плечевым швам. Прямая юбка, карманы в боковых швах. Да, все. И горловина и пройма обработанные косыми бейками. Такое простое, лаконичное платье, очень летнее, и за счет выбора ткани очень такое легкое, приятное платье. Далее жакет на завязках с нагрудными выточками, двушовным рукавом, абсолютно прост в исполнении. Здесь мы видим подборт
частичная подкладка и еще плечевые выточки сзади. Отличный вариант, чтобы надеть на какое-то летнее платье вечером, например, когда становится уже более-менее прохладно. Или из льна такой жакет днем тоже спасет от солнца, от этой жары, чтобы не обгорела кожа. А в данном варианте жакет сшит из жаккарда. Следующая на повестке модель — это комбинезон рабочего типа из денима. Если честно, я ничего не знаю об актуальности подобных комбинезонов. Немного удивлена появлением вот такой выкройки в журнале. Ну, давайте конструктивно тогда разберем эту модель. Нагрудные выточки мы тут видим, накладной карман ассоциативно, как на детских комбинезонах. Далее гульфик. Гульфик — имитация гульфика. Это не застежка. Карманы по бокам. И там же застежки на пуговицах. Вот по фото я не поняла, это имитация или реальные застежки, потому что логически они вроде там не нужны, ведь по спинке есть уже вот этот молния, застежка в виде молнии, там же мы видим талиевые выточки, но застежки как таковые, они здесь не нужны, вот эти по бокам на пуговицах, потому что мы вполне можем надеть этот комбинезон при помощи молнии, да. Ну, в общем, так решили конструктивно обыграть этот комбинезон. Здесь мы видим еще бретели тонкие, как обычные, классические, так и завязки через шею. Можно либо выбрать те или иные бретели, либо сшить, как в данном случае мы видим, с полным набором завязок, бретелей. Следующая модель — это миди-платье из хлопка. Напоминает таких греческих богинь. Если продлить вот эту юбку до пола, можно мнить в таком платье себя одной из греческих богинь. Тут мы наблюдаем длину миди, как раз удобнее, повседневнее, универсальнее, да, чем макси. Отнести такое платье к трендам или к антитрендам я не могу, невозможно, потому что это жизнеспособная конструкция, она удобная в любое время года, в любое время моды можно эту конструкцию носить и комфортно себя чувствовать. При всем при этом шьется легко и быстро. Каких-то сложных узлов я тут не вижу. Здесь мы наблюдаем американскую пройму, которая собрана при помощи кулиски на завязку вокруг шеи, нагрудные выточки и резинка по талии. И еще здесь в продолжении разреза по спинке идет молния в среднем шве юбки. Далее однобортный жилет с нагрудными выточками. Тоже все скромно, просто по наличию деталей однобортная застежка и нагрудные выточки, как я уже сказала, подборт и обтачка по горловине спинки, он даже без подкладки, вот, чтобы не было жарко летом. Ну и чтобы проще и быстрее можно было сшить такой жилет. Жилеты, как мы знаем с вами, довольно актуальны, мы их активно носим, активно наблюдаем на подиумах. В общем, его можно носить как первым слоем, так и вторым слоем. Довольно-таки универсальная вещь. Так, и вот мы дошли до той блузы, которая меня вдохновила на некоторые изменения в выкройке. Я вот искала нечто похожее, не нашла то, что у меня в голове есть. Но вот это примерно то, о чем я говорю. То есть у этой блузы можно полочку, рукава, спинку вот так разрезать поперек, чтобы все, что нужно, осталось открытым, а то, что можно открыть, выкроить из кружева, сетки, из органзы, из любой какой-нибудь прозрачной ткани, которая вам нравится. И таким образом можно получить новое прочтение вот данной выкройки. Эта выкройка вообще очень вдохновляющая. Если пришить к ней ярусы, то можно получить еще и платье. Понравилась мне. Казалось бы, она такая простая, да, но у нее есть большой потенциал у этой выкройки. Для меня, как я вижу вот эту блузу. Кюлоты. Не брюки, не шорты, а вот нечто среднее. Немного не понимаю я вообще существование такой длины брюк, разве что когда не хватило ткани на полноценную длину, да, тогда только шить кюлоты. Ну, в общем, ладно, это было такое отступление, ворчание по поводу длины. По низу здесь мы видим отделку фестонами. Наличие карманов также наблюдается, защипы по переду и выточки сзади. Отрезной пояс, что молния в боковом шве и сшитые брюки из джинса. Вот и все, что можно сказать про эти брюки. Еще одна юбка в подборке. Это уже еще одна юбка. А что у нас были юбки?
Еще одна юбка в подборке. Это уже более замысловатая конструкция, но все так же проста в исполнении. Тут мы видим интересный крой с закруглениями, которые образуют разрезы по бокам. Такая юбка может стать украшением любого гардероба, тем более шьется довольно быстро. Из сложного тут это вот обработка петель по поясу. Обработка петель для шнурка по поясу. Интересная выкройка, вроде просто юбка, да не просто, да? И завершает коллекцию платье из хлопка с имитацией запаха. Эта конструкция разве что мелкий цветочек может не выдержать и превратить вещь в какой-нибудь бабушкин халат. Но в целом и однотон, и геометрию, да, вот такая выкройка отлично обыграет. Тут мы видим, что мы тут видим? Нагрудные выточки, по юбке имитация застежки на пуговицах, сзади пояс на резинке, еще отложной воротник и короткий вточной рукав. Следующая коллекция у нас про головные уборы. На любой вкус. Косынка, бандана, шляпа, опять же, довольно несложные в исполнении. Можно сразу все три за вечер осилить при условии, что никто не будет отвлекать. И получить на следующий день уже вот такие головные уборы как раз под цвет платьев своих из прошлой коллекции. Если вы сшили платье, то можно в цвет сшить и шляпу даже. Долго не будем заострять, да, внимание, тут все просто. Все довольно предельно ясно. Перед разбором следующей подборки выкроек немного отступлю. Хочу упомянуть, что в Телеграме мы весь май говорили о прозрачности. Даже объявили май месяцем прозрачного пошива. Мы уже и пост отчетный составили, поделились своими итогами, успехами в этом посте. А потом открываем бурду, а тут тоже прозрачность. Кстати, присоединяйтесь в группе в Телеграм под названием «Швейное сообщество». Там мы делимся своими успехами, вдохновляем друг друга, помогаем друг другу. Недошивы вот вместе шьем. Недавно у нас была аскеза по воздержанию от покупки тканей и шитья из уже имеющихся материалов. Короче, там у нас весело. Ну и просто общаемся на разные темы, не обязательно про шитье. Мы там друг друга очень даже благополучно поддерживаем. В общем, присоединяйтесь. По поводу прозрачности. Тут нам бурда дает варианты, как в прозрачных материалах быть не совсем прозрачной. В отличие от того, что мы видим, да, вот на подиумах или на каких-то модницах. Тут, конечно, совсем не все так прозрачно и откровенно нам бурда предлагает. Про трендовость и актуальность у каждой модели останавливаться не будем. Всем уже давно все ясно с прозрачностью. Это стопроцентный тренд на это лето. Первая модель – это двуслойный лонгслив из трикотажа и трикотажной сетки. Также можно взять трикотажное кружево в качестве второго слоя. Если хочется острее и моднее, кружево более активно, да, привлекает внимание. Сетка в этом плане, она более такая скромненькая. Ну, прозрачная и прозрачная. А кружево, оно более яркое, даже более праздничное. Но при условии, что кружево будет из трикотажа, здесь, в общем, прибавки даны именно на эластичной ткани, на трикотажной ткани. Дальше рубашка из органзы. Что может быть прозрачнее? Единственное, что тут нужно учитывать, так это то, что в застегнутом виде эту рубашку из полиэстера будет носить невозможно. Мы будем себя ощущать как в пакете, в полиэтиленовом пакете. Поэтому либо носить ее в расстегнутом виде, если шить из полиэстровой органзы, либо выбирать органзу из натуральных тканей. Хлопок. Нет, хлопковой органзы я не встречала, что-то я запуталась. Льняная органза есть, шелковая органза есть, да. В общем, натуральные ткани, forever, и тогда можно будет эту рубашку носить в любом, как в застегнутом, так и в расстегнутом виде. Ну и про конструкцию здесь. Что мы наблюдаем? Воротник-стойка, цельнокроенная планка, по спинке кокетка, спереди нагрудные выточки и там же накладные карманы с клапанами. Рукав со шлицей и манжетом, крой прямой и в боковых швах разрезы. Добротная такая выкройка рубашки со спущенным плечом. Единственное, мне здесь не хватает отложного воротника, но это опять же вкусовщина. Тут кому как нравится. В принципе, можно этот воротник отложной дорисовать, да, если прям уж так хочется. Далее прошу любить и жаловать Его Величество платье-майка с прозрачной оборкой. В данном варианте все сошлось. Все, что надо, прикрыто, все, что можно, открыто. Не жарко. И тренд
при этом всем присутствует в виде вот этой самой оборки. При желании или нежелании носить прозрачное, да, можно оборку выкроить из основного материала и носить просто вот такое платье. Или же, вот сейчас отрываю от сердца вам свою идею, к верхней части можно пришить бахрому или сшить самостоятельно шнурки и носить как топ с шортами, с юбками, с брюками. В любом случае, это отличное, простое летнее платье, если мы будем рассматривать его как платье. Ну и как не платье тоже можно интересно обыграть эту модель. А следующее платье не так обыденно, как могло показаться на первый взгляд. Понятно, что конструкцию мы с вами уже видели, разбирали, она нам знакома в предыдущей подборке. Но этот вариант показывает, как из простой выкройки можно сшить даже платье на свадьбу. И сетка здесь, и бант, да, вот придают, бант сзади, я имею в виду, придают этому платью такой помпезности и налета особого случая. Еще одно платье, которое можно сшить на какое-либо событие, это платье-футляр с вставкой из сетки вот здесь поверху. Что мы здесь видим? Рельефные швы по полочке, спинки, отрезное по линии талии, сзади по горловине застежка капелька, и в продолжении этой застежки застежка молния по спинке. Там же в среднем шве спинки юбки еще и шлица. Ну, мы тут тоже видим, как Бурда вот добавила такой трендовой прозрачности, не оголяя тело, в абсолютно обыденное платье-футляр. Казалось бы, платье-футляр, что может быть строже, да? Ну вот с сеткой так оно вот интересно и празднично смотрится. Следующая остановка – это подборка выкроек на тему «Модный калейдоскоп», первой моделью которой является топ вот с такими текстильными украшениями в виде банта и баской. Такой декор не обошел подиумы, так что смело украшаем свои изделия вот такими цветами, текстильными цветами, как в этом случае. Но если хочется спокойствия в одежде, лаконичности, то есть и обычный вариант такого топа, мы его уже разбирали, да, без баски. Довольно прост в исполнении, выточки по груди, верх изделия на обтачке, просто, быстро, по-летнему. Любым летом такие топы актуальны и уместны. Так, что тут у нас дальше? Дальше рассмотрим сразу две модели, которые базируются на одной выкройке. Это платье на запах с выточками по груди, отрезное по линии талии. Сзади на юбке еще есть талиевые выточки. Ну вот в данном случае платье с цветами сшито из вискозы, а розовое из поплина. То есть для пошива можно брать любую плательную ткань, которая вам нравится. Лично мне ближе по настроению вариант с полноценной длиной рукава и ниже колена. Здесь и рукав присборен снизу, то есть он не болтается, и пояса нет, ничего лишнего вот здесь на талии не давит. Ну а розовое платье дает отсылку на кимоно за счет вот этого пояса, за счет вот этих рукавов. Но в целом конструкция носибельная, актуальная. Хотя когда-то я шила вот по Бурде платье с запахом, и мне было некомфортно из-за глубины вот этого выреза, несмотря на то, что я поднимала немножко вырез. Но, в общем, этот момент нужно промерять, смотреть, и если нужно корректировать. Бурда любит очень откровенные вырезы давать. В общем, с этим моментом нужно разобраться заранее. Дальше мы двигаемся и разберем еще две модели, в основе которых лежит одна выкройка, одна база. Это рубашка с цельнокроенным рукавом и блуза. Она, по сути, без рукава, но когда это надето на тело, да, тут мы видим небольшой такой рукав. Обе модели на суппатной застежке. Сзади в среднем шве спинки заложено приталивание, и плечевые выточки также перемещены вот в этот средний шов спинки. Очень интересно тут Бурда это все так сконструировала. Спереди нагрудные выточки, у рубашки здесь отложной воротник на стойке и манжеты на пуговицах по рукавам. Такие вот объемные рукава нам уже примелькались, да, с подиума можно смело носить, внедрять их вводить их в свой гардероб. Будете в тренде, и актуальность будет учтена. Здесь рубашка сшита из поплина, а блуза из вискозы. Я также еще хочу заметить, что у блузы нет отложного воротника, но если вам хочется именно вот блузу, но с отложным воротником, можно просто пришить его, тот, который дан был для рубашки. Он тут как раз подходит.
что в рекомендациях стоит любая плательная ткань. На этом коллекция про калейдоскоп закончилась, и следом идет наряд от читательницы, состоящий из блузы, из укороченной блузы спереди на пуговицах и юбки также с застежкой спереди на пуговицах. Довольно неожиданный цвет для меня, вот они выбрали для воплощения этой выкройки. Все-таки летом мне, как мне видится, хочется что-то такого более светлого, более легкого. А здесь выбрали такой яркий, прям бургунди, насыщенный, очень тяжелый цвет. Ну, дело, как говорится, вкуса, да, дело вкуса. В оригинале этот дуэт сшит из муслина. Можно, конечно, использовать лен. Здесь, в общем, любые ткани, которые вам нравятся. И вот тут очень интересный момент. У Елены Пленкиной уже года 3, наверное, вот есть вот такой комплект в продаже. Она сделала выкройки. И там размерный ряд шире, ростовку можно выбрать. Ссылки на эти выкройки я оставлю под видео, на всякий случай, если кому-то интересно. Кстати, ее вариант сшит тоже из муслина и тоже очень-очень-очень похожего цвета. Вот если это позиционируется как наряд от читательницы, возможно ли такое, что это Елена подала заявку, что вот, пожалуйста, напечатайте мою выкройку, и они напечатали. Есть, конечно, различия, есть, но все же. А вдруг? Ну и перейдем к юбилейной, очень интересной выкройке, вернее, очень интересным выкройкам. Это шазюбель и брюки из шелкового трикотажа. Эта модель уже была напечатана когда-то в феврале 2000 году. И в этот раз выкройка дана без изменений. Но когда нас это удивляло, да, чтобы Бурда давала выкройки без изменений, нас это не удивляет. Здесь что мы видим? Давайте рассмотрим конструкцию. Довольно интересные здесь выточки спереди и сзади. Плечевые, нагрудные, талиевые. Все объединено в одну такую выточку, да, которая заканчивается на уровне бедер. Вточной рукав, это мы про шазюбель сейчас говорим. Глубокие разрезы по бокам, ну а брюки вполне классические, прямой крой, сбоку молния, пояс на обтачке, спереди, сзади талиевые выточки, карманы с подкройным бочком и даже есть имитация застежки с гульфиком. Не самые легкие брюки. Пошив, конечно, займет время, но будет зато не скучно. В принципе, по этой выкройке брюк можно сшить из любых тканей. Здесь нет таких условий, что что-то должно растягиваться или как-то сидеть. Тут и выточки даны, и молния есть. В общем, все довольно универсально в этой выкройке. Ну а следующая подборка снова состоит из повторов. Эта коллекция Best of посвящена брюкам и шортам. Шорты сейчас у нас вот такие короткие, очень в тренде. Мы их видим уже, не знаю, второй, наверное, год, второй летний сезон. Низкая посадка тоже еще актуальна. Эти шорты на низкой посадке. Дальше брюки в облипочку предлагают шить только из биэластичных материалов. То есть оно должно растягиваться как поперек, так и вдоль. Видимо, за счет того, что чтобы коленки не так сильно давило, да. Но эти брюки действительно очень сильно прям облегают. Еще такого цвета выбрали материал. У меня ощущение, что они сшили из специального материала, который используют для пошива спортивной одежды. Так, ну и еще одни брюки по типу карго. В данном случае они сшиты из твила. Да. Как вам такое исполнение в жаркий месяц июль? Мне вот не хватило сарафанов и какого-то платья. И у меня есть ткань, и я все никак не найду подходящую выкройку для этой ткани. Уже столько выкроек пересмотрела. И вот все жду от Бурды, может быть, даст она какую-нибудь подходящую выкройку, которая бы меня устроила. Ну, в общем, ничего не нашла. Но ради шляпы можно приобрести этот выпуск. Но относительно этого выпуска ничего особенного, да, ничего такого сверхинтересного. Да, есть выкройки с изюминкой. Ну, вот ради шляпы можно взять. Оставляйте свои отзывы под видео в комментариях. Ну, а мы увидимся с вами в других моих видео. До новых встреч. Пока.